В этом видео мы сделаем простой эффект обводки, используя полноэкранный шейдер. Сначала подготовим в RenderGraph проход для полноэкранного шейдера. Далее создадим шейдер и соответствующий материал, который затем назначим в настройках прохода. В зависимости от режима смешивания шейдер либо заменяет кадр, либо накладывается поверх него по выбранной формуле. Выберем альфа смешивания и установим значение 0,5. Как видите, шейдер перекрыл кадр полупрозрачным серым слоем. Наш проход может использовать различные ресурсы. В прошлых видео мы использовали Color, чтобы получить изображение экрана. Но помимо этого можно использовать буферы нормалей, глубины и векторов движения. Выберем все. Перед нами узел URP Sample Buffer. В режиме Bleed Source он позволяет получить цвет из буфера кадра. В режиме Normal World Space мы можем получить вектор нормали, чтобы понять, куда направлена поверхность в определенном пикселе экрана. Motion Vectors на выходе отдает вектор, показывающий, насколько экраном сдвинулся пиксель с предыдущего кадра. Сейчас экран черный, так как движение незначительно. Ускорим время. Учтите, что движение влево и вниз определяется отрицательными числами, поэтому в этих направлениях цвет просто не выводится. Перед вами результат работы шейдера, визуализирующего вектора движения. Он доступен моим подписчикам на Boosty. Присоединяйтесь, чтобы скачать его и поддержать канал. Учтите, что в этот буфер попадает движение только тех мешей, у которых включена опция Per Object Motion. Также, помимо перемещения объектов, буфер учитывает и движение камеры. Оставшийся ресурс – буфер глубины, фиксирующий расстояние от камеры до поверхности объектов. В режиме Linear узел выдает значение относительно плоскостей отсечения камеры. 0 соответствует ближней плоскости, 1 дальней, а расстояние между ними интерполируется линейно. В режиме RAW вы получаете сырые данные из буфера глубины. Здесь значение распределяется нелинейно, чтобы обеспечить максимальную точность вблизи камеры. Имейте в виду, что в зависимости от графического API эти значения могут быть инвертированы. И, наконец, в режиме Eye расстояние представлено в метрах от камеры. Сейчас мы видим сплошной белый цвет, так как до всех объектов в сцене более 1 метра. Мы можем использовать значение глубины, чтобы определить края объектов. Для этого необходимо сравнить значение каждого пикселя с его соседями. Если разница значительна, то текущий пиксель считается частью линии. Итак, нам необходимо получить глубину текущего пикселя, левого и нижнего. Определим координаты соседей. Чтобы найти смещение по горизонтали, разделим единицу на ширину экрана в пикселях. Знаком минус зададим направление – влево. Умножение позволит изменять смещение на указанное число пикселей. Применим смещение к UV текущего пикселя. Мы нашли глубину левого пикселя. Аналогично найдем глубину нижнего пикселя. Чтобы управлять толщиной обводки, введем параметр смещения. Так мы сможем брать выборку не из соседних пикселей, а с небольшим отступом. Это сделает линии более выразительными. Для удобства получившуюся группу можно свернуть в отдельный подграф. Переход в него осуществляется двойным кликом. Входные порты настраиваются в окне Blackboard, а выходные в узле Output. На выходе оставим только UV-координаты левого и нижнего пикселя. Подграф хранится отдельным ассетом. Теперь его можно найти при создании узла. Приступим к созданию обводки. Находим разницу между глубиной текущего и левого пикселей. Избавляемся от знака узлом модуля. Добавляем узел Step для контроля чувствительности обнаружения края. То же самое проделаем для текущего и нижнего пикселей. Результаты объединяем сложением. Узел Saturate заключит значение в рамке от 0 до 1. Обводку можно реализовать и на основе нормалей. Принцип схожий. Мы сравниваем направление нормалей в текущем и соседних пикселях. Там, где углы между ними резко меняются и проходит граница. Для сравнения нормалей удобно использовать скалярное произведение. Если направления нормализованных векторов совпадают, результат будет равен единице. Если векторы перпендикулярны – нулю. Также добавим параметр чувствительности, чтобы регулировать допуск при сравнении векторов. Проделаем то же самое для текущего и нижнего пикселей и объединим результаты. Отсечь лишнюю обводку на небе можно простым умножением на маску глубины. Однако маска затронула и внешние контуры объектов. Давайте восстановим их, применив тот граф, который мы создали ранее.
Чтобы наложить линии поверх изображения, включим альфа-смешивание и передадим полученный результат в альфа. В заключение добавим возможность выбора цвета для наших линий. На этом все. Мы реализовали простейший шейдер обводки контуров. В качестве следующего шага рекомендую самостоятельно изучить более продвинутые алгоритмы, например, оператор Собеля. Также попробуйте применить этот же подход к векторам движения. Это даст необычный динамический эффект. Экспериментируйте и до встречи в новых видео.